Итак, мы продолжаем. Прорабатка сегодня идет черепухи, собственно. Будем ее оттачивать. Сделаем это как максимально быстро. По возможности, конечно. Итак. Не забываем про объемы, да? Выделяем цветом нужные нам вещи, места, так скажем. Пока что у нас немножко темновато, и поэтому нам нужно сделать его посветлее, больше походил на кость. Что мы и делаем, собственно, сейчас, да? Так, многие тут интересуются, какими кисточками я рисую. Я брал и разные бренды, честно говоря. Но остановился на Рублеве. Наши кисточки колонок. Шикарная штука. Долго не живут, к сожалению. При моем подходе так они вообще все долго не живут. Но могу порекомендовать. То есть для себя я выбрал их, эти кисточки. Сразу говорю. Почему? Потому что они достаточно мягкие, эластичные, все просто идеально подходят для рисования. Тут у меня появились спонсоры какие-то, которые обещают прислать мне на пробу свои кисточки. Посмотрим. Я работал зарубежными. Дело в том, что как бы и Рублев сейчас уже не дешевый стал. А те так вообще не дешевые. То есть они живут примерно столько же, как наши. Толку только с них никакого в этом плане. То есть они дороже по-любому. Тем более, видите, теперь с этой хитрожопой пошлиной, которую ввели на 200 евро, все теперь гораздо дороже будет. И в нашем хобби тоже. Не использую для вот таких вещей, я не использую синтетику. Синтетику можно использовать для разных приемов, да? Если вы там дрейбашем занимаетесь, что там технику рисуете, если, да, большую, особенно вот титаны, то да, можно синтетику использовать. Я не знаю, я даже давно отказался от нее, просто она неуправляемая для меня. Я не могу с ней справиться. Поэтому я рисую колонком. Этот парень по мне, так скажем. Ну что мы сейчас сделаем? Мы сейчас прорабатываем текстуру самой кости. Прорабатываем череп, даем ему, стремимся его идеально довести, чтобы лично нас он устраивал, да? Повторюсь попозже, когда на канале подсоберется народ заинтересованный, я сниму отдельное видео, как давать объем нашему фрихенду. Потому что вот я наблюдаю, многие как бы находят в этом, для многих это трудность. Что такое объем, как это делать, я сниму прям тщательно. Может, стрим сделаем прям с полным разбором,
прям подетально. Пока что мы, повторю, сейчас занимаемся тем, чтобы вам дать понятие пошаговое, так скажем, да, как мы рисуем наш фрихенд. Чтобы вы не пасовали, ничего в этом страшного нету, никаких сложностей нет. Если у вас зрение позволяет, техника приходит со временем, рисуйте, и все придет. Берете, рисуете, используйте. Просто фрихенды, они, конечно, придают зрелищности работам, поэтому почему нет? Особенно вот тут было в одной из групп по Вахе на Фейсбуке паренек признался, что он как бы случайный человек в нашем деле, но вот он считает, что Титан это своего рода линкор, как я сейчас помню, и на нем не надо ничего рисовать. Рассуждение близкое к художникам, занимающимся историчкой. Мы, работники культуры Вархаммера, не поддерживаем это мнение. Абсолютно против этого. По причине того, что наша техника должна быть зрелищной. Ну и опять же, понятно, да, что многие вещи не передать, то есть, не передать без этих вещей, без этих фрихендов. Они достаточно убого смотрятся, если вы не используете, тот же Титан, да, можно, конечно, разрисовать его по-простому, дать дамага ему там, нарисовать полоски, побитости, и на этом как бы успокоиться. И он будет один из миллиона. Сколько там их уже, не знаю, Фаржа наделала тех же вархаундов. Наверное, 1000 уже, если не больше, продала. Вот он будет один из 3000, грубо говоря. Никакой. А если вы хотите, чтобы на столе, особенно если вы играете, вышла машина, которая только своим видом будет отвлекать вашего соперника, пока он это будет рассматривать, вы его порвете. И просто это эстетическое удовольствие. Вот только для этого. Особенно это касается, конечно, механиков. С механиками тут такое. Еще надо подумать, где что. Особенно это касается, на самом деле, хаоса. Вот там можно разойтись. Просто не на шутку. В рисовании так, какими красками я рисую? Мне очень нравились раньше Цитадель. Но на момент я человек ленивый, крайне в этом плане, и пришел момент, что все-таки я открыл для себя разбавление краски. Все приходят к этому рано или поздно. И понял, что заниматься этой фигней во время рисования мне абсолютно не хочется. Поэтому я поискал и взял себе краски Валерджа, уже разбавленные для аэрографа. Все, не парюсь. То есть больше с тех пор я как бы предпочитаю их. Появились разные Scale 75, вот эти вот, тоже хорошая вещь. Тоже использую теперь. Главный критерий, это чтобы они были достаточно уже жидкие. Чтобы я не занимался. Я не люблю использовать всякие приблуды, химию для разведения этой краски. Вот многие спрашивают, что как вы затормаживаете акрил. Я свой акрил не затормаживаю. Я подгоняю себя, чтобы не тормозить. Все. Акрил я развожу только водой. Не развожу, имеется в виду, а кисточку споласкиваю и все, больше ничего не делаю. Да, это надо набивать руку, потому что акрил сохнет, конечно, с огромной скоростью.
Но это дело привычки. Кому-то, если нравится заниматься подготовкой своей краски, ну, если время есть и не лень, то почему нет? Мне лень на это тратить время. Я знаю много, у меня есть друзья художники, которые как бы этим занимаются. У них они серьезно к этому подходят. Очень серьезно подходят. Я подхожу, да, повторяю, к покрасу несерьезно, крайне несерьезно, наплевательски. Можно даже так сказать. Просто потому, что это хочу оставить это на уровне хобби, восприятия себя, для себя, на уровне хобби. Потому что с этим тогда справиться, ну, это приносит кайф, хобби. Когда это хобби, повторю еще раз. Не хочу, чтобы это превращалось в какую-то рутину. Ну, еще второй выход, если вы как бы набьете руку, да, собрать себе, как зарубежные ребята делают, студию по покраске и красить. Ну, это тоже уже, то есть вот таких студий или сразу планка высокая, или она, если она сразу невысокая, я заметил, она со временем начинает падать исполнение. То есть у нормального художника, да, который рисует и развивается, учится потихоньку, она наоборот растет. Можно посмотреть нашего бога кисточки Кирилла Канаева, который, кстати, мне, благодарность ему огромная, он мне в свое время очень сильно помог. Слушал терпеливо мои нудеж и объяснял, что и как. Ну, это было не вживую, и, соответственно, да, поскольку я уже с сентября, я рисую с сентября 2009 года. Где-то с 9, 10, 11 год я донимал его вопросами. И он терпеливо объяснял. Как я начал рисовать, я уже где-то говорил, что я захотел. Пришел в магазин, увидел солдатиков классных, набрал себе их, накупил. И захотел, чтобы меня нарисовали их потом. Сделал конверсии. И попросил ребят, ну, найти художника. Месяца 2 прошло, они еще не нашли. Я у них же купил кисточки, краски, Цитадель, набор стартовый, как я сейчас помню. Там мне помогал, вообще он мне до сих пор помогает, Рома. Шикарно помогает. С бэком там объясняет, подсказывает всякие дела, которые мне не которые я не особо. Я же не игрок, я не играю, я просто рисую. И вот он мне напродавал там всего, повыбирал, сказал, вот это вот давай, бери, вперед. Я взял и пошло, поехало долго. Ну, это такой сложный путь на самом деле, надо признать. Не быстрый, особенно когда ты, ну вот нет онлайн, да, или там вживую уроков не может. Я долго искал, я тыркался здесь по Питеру, вроде как много художников, но все посылали меня нафиг. Не нужен был я им никем объяснять мне что-то там. Единственный действительно, кто мне нахер не послал, это Кирилл Канаев. И он крут. Сейчас круче всех. И тогда был крут. Такие люди мне нравятся. Я на самом деле понимаю многих художников, когда вот сейчас даже спрашивают меня, мне иногда лень отвечать. Потому что рассказать в 2 словах путь, который ты занял там лет на 7, да, понимание, ну это сложно часто. Я понимаю, у меня ни претензий нет никаких к этим ребятам. Но благодарность я испытываю к Кирюхе. Он крут. И рисует он охерительно. Просто охерительно. И нахер народ не посылает молодой начинающий. Что очень важно. Такие дела. Ну что мы, череп свой проработали. Сейчас мы быстренько ему дадим вот эту вот штуковину. Наше колесо.
шестерню. Ну и в принципе он готов. Можно заниматься следующими делами. Вы со временем, ребят, тоже научитесь так же быстро расправляться с этим акрилом. Кстати, некоторые используют в своих работах еще и масло. Я пробовал, ну, вот это особенно полезная вещь например, если вы занимаетесь историчкой там или просто бюсты рисуете, вот там с маслом лица. Просто масло, оно хорошо тем, что оно не акрил. С ним можно блендинг выводить просто шикарный. Смешивать, размешивать, размазывать. Акрил бац-бац и высох. Иди дальше, мучайся. А на масле такого нет. И там можно, конечно, такие блендинг такой выводить, что просто шикарно получается. И вот для лиц, например, я вам советую, если вы рисуете бюсты или будете рисовать когда-то, используйте смело. Так, ну что мы прорисовали, да? Нам нужно только единственное вот здесь вот. Сколько у нас тут все потрескалось. Как бы, да? Это надо показать. Все эти трещинки. Ну что, по поводу шлангов, бионики и тому подобной ерунды, вот вопрос остается пока открытым до сих пор. Пока до сих пор не решил. Ну что, достаточно злой. Так, сколько у нас тут времени?